Здравствуйте, с вами Лавка Сороки и я Татьяна Паламарь. Тема сегодняшнего видео – натуральные камни в советских украшениях. Или не натуральные. Будем разбираться. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и мы будем стараться выпускать видео более-менее регулярно. Сейчас мы посмотрим, что такое настоящие натуральные рубины. Затем посмотрим на то, как их синтезируют, как это происходило в истории и как это связано с Советским Союзом. Следующий пункт мы будем смотреть, как отличить натуральные рубины, сапфиры от синтетических. И последнее мы посмотрим, а вообще, что было натурального из натуральных минералов в советских украшениях. Мы говорим то корунды, то сапфиры, то рубины, то корунды. А как правильно? Дело в том, что в группу корундов входят и сапфиры, и рубины, и лейкосапфиры, и подпараджа. Это так же, как в семейство кошачьих входят и тигры, и львы, и наши домашние любимые котики. Корунды включают в себя все. Это группа камней с очень высокой твердостью, с высоким уровнем преломления и с красивыми разными цветами. И это для нас очень важный момент, именно цвет. Потому что рубинами называют далеко не все просто красные минералы этой группы. А в рубин попадает узкая очень группа. Она должна быть определенной насыщенности и определенного цвета, очень-очень такого характерного. Если камень чуть светлее или чуть темнее, он идет уже в сапфиры. А в рубины уже вот буквально узкая такая прослойка этих камней. То есть светло-лиловый, голубой, синий, там светло-розовый, светло-красный. Это все идет к сапфирам. Вот туда. А к рубинам идет именно то, что называется голубиная кровь. И такие камни, они бывают далеко не во всех месторождениях. Нужно еще заметить, что в Советском Союзе натуральных месторождений корундов, там, сапфиров, рубинов вообще не было. То есть эти минералы не характерны для этих территорий. Дальше, что еще нужно понимать, что эти камни могут быть облагорожены. То есть можно немножко подтянуть цвет, подтянуть там насыщенность, немножко прозрачность, тоже как-то повлиять. Но они все равно даже после облагораживания, они все равно остаются натуральными. Чтобы показать более наглядно разницу, хочу заметить, что натуральный рубин с хорошей прозрачностью, вот прям прозрачный, цветом и еще и размером, это такая редкость, что цена за карат может долетать там до $800 за карат. То есть это совсем небольшие камни. И поэтому, когда мы видим советское украшение с огромным камнем, да, перстень, там вот какой-то такой огромный, с абсолютно прозрачным, с идеальным цветом рубином, у нас уже должно быть 99,9% уверенности, что, конечно же, это синтетика, потому что натуральный такой камень это просто огромная редкость. Они прямо с месторождений, они минуя все рынки, они сразу же такие камни уходят либо на аукционы, либо в лучшие мировые ювелирные дома. А в то же время камни с какими-то включениями, с трещинами, с полосами, с пузырями, натуральные камни, вот такие непрозрачные, они уже нам не так нравятся, потому что эти все трещины, они по-другому преломляют цвет, уже не такая игра
цветов и света, и они уже гораздо ниже в цене. Но и прозрачности у них практически не наблюдается. Это книга Вальтера Шумана «Драгоценные и полудрагоценные камни». Это очень хорошее издание, и оно замечательно иллюстрировано, можно использовать как справочник, или даже просто приятно ее держать в руках и листать. А мы сейчас посмотрим раздел, посвященный группе корундов. И мы видим, что вот страница с иллюстрациями рубина, она, здесь не так много каких-то вариаций цветов. Конечно, нужно обращать внимание на то, что это книга, она как-то отпечатана, потом как-то она отражается в наших мониторах. Вот, то есть, конечно, все цвета искажены, но все равно можно понять, что в группу рубина входит не так много цветов корундов. Вот. Это уже сапфиры, и сюда, как мы видим, входят и зеленые, и красные, и оранжевые. Оранжевые — это подпараджа. Вот этот 7 номер, это очень редкий, красивый камень. Но все равно это все группа сапфиров. Вот. И дальше у нас бериллы. Это немножко не сегодняшняя тема. Мы их коснемся разве что, когда будем говорить о синтезировании камней. А что же такое синтетически выращенные рубины или сапфиры, или, как их всех мы объединим, в группу корундов? Что это такое? Это камни, которые сделал человек. Он их вырастил в своих установках, в своих автоклавах, на своих затравках. И они по физическим свойствам практически идентичны натуральным. Но зато мы имеем замечательную прозрачность, идеальный цвет, как нам нужен. И если вам кто-то говорит, что это кольцо носила моя бабушка, тогда еще ничего синтетического не было, да что вы, это, конечно же, натуральное, вы можете смело возразить, что первые синтетические корунды были изобретены и выращены еще в конце XIX века Огюстом Вернелем, поэтому про бабушку можно ничего не рассказывать, разве что про бабушку. Вот там, да, там еще такой синтетики не было. Вот, и благодаря Огюсту Вернелю у нас эта техника есть, и этим он такую прям революцию сделал. Выращивал он корунды и шпинель, а после него в разных странах разными фирмами были зарегистрированы другие способы. И мы сейчас поговорим про те, которые использовались в Советском Союзе. Во-первых, это метод Чахральского. Методом Чахральского выращиваются и корунды, и александриты, и бериллы, то есть группа изумрудов, а еще шпинели и кварцы. Также существует флюсовый метод, и флюсовым методом тоже можно выращивать и корунды, и группу берилла, и александриты, и шпинель, но этим методом не выращивают кварц. И еще один метод, который использовался в Советском Союзе, это гидротермальный метод, и его использовали в основном для группы берилла. Хотя этим же методом можно выращивать в том числе корунды, кварц, александрит, но им не выращивают шпинель. Каждый из этих способов синтезирования камней имеет свои особенности. И эти особенности накладываются на выращиваемый камень. И таким образом специалисты могут отличить натуральный камень от искусственного. И также рассказать, каким именно методом это было создано, вот именно этот камень. Когда я училась в Государственном гемологическом центре Украины по классу экспертиза драгоценных камней, нас учили этому, как отличать натуральные камни от искусственных и по каким признакам.
И, конечно, мы используем для этого самые разные приспособления, в том числе там и микроскопы и так далее. Но даже сквозь хорошую лупу десятикратную все равно можно кое-что увидеть. И некоторые диагностические признаки и синтетических камней, и натуральных через лупу вполне можно посмотреть и сделать какие-то выводы. Это наша рабочая такая тетрадь была, когда мы учились в Государственном гемологическом центре Украины. И она специально составлена таким образом, чтобы потом в будущем и в течение учебы помогать диагностике и помогать справляться со всякими разными коварными задачами. И мы видим здесь внутренние особенности природных корундов. То есть это те особенности, которые присущи именно натуральным минералам, и которых не будет в синтетике. Видите здесь включение рутила в рубине, включение бюмита в рубине и включение циркона в рубине. Видите, что здесь все общее в этих трех картинках, что все это включение натуральных минералов в другом минерале. То есть это глазу мало заметно, но глаз, вооруженный лупой, вполне может увидеть такие включения в камне, даже если они совсем крошечные. То есть натуральный минерал в другом минерале, он практически исключено, что это может случиться при синтезировании, потому что как в автоклав попадет другой минерал другого совсем порядка, да? Это невозможно, человек не будет туда такое закладывать. Хотя нужно заметить, что многие природные особенности более-менее успешно уже имитируются человеком. А дальше мы видим линии роста, вот здесь еще линии роста в сапфире. Вот что значит эти линии роста, и они повторяют структуру камня, и, конечно, они не могут встречаться в способе чахральского синтезирования, потому что там камни выращиваются в определенном порядке, и технология там такова, что линии роста таким образом не могут быть расположены. Вот, еще, конечно, болезненная тема – это изумруды. Изумруды не входят в группу корундов, но это тоже такой очень волнительный вопрос, а были ли натуральные изумруды в советских украшениях. И здесь не будет такого однозначного ответа, потому что все-таки на территории Советского Союза были месторождения изумрудов, поэтому так отрицать однозначно нельзя. Но лучше каждый камень отдельно проверять, потому что это тоже сложная группа, и это сложный камень, куда и в группу изумрудов далеко не все цвета входят, у него тоже своя очень узкая вилка цветов, и все, что туда не попадает, уже отсеивается под названием берил. И когда говорят молодой берил, это никакой он не молодой, это самый обычный берил, который просто по цвету не дотягивает до вилки изумрудов. И вот мы видим разные включения, характерные именно для естественных изумрудов. По-украински изумруд — это смарагд, поэтому здесь написано смарагды. Вот, то есть вот, например, снова кристаллы актинолита в изумруде, да, кристаллы магнетита в изумруде. То есть снова таки очень важный диагностический признак — это натуральные минералы в изумруде. Также вот мы видим кальцит в изумруде, тоже вот его такие кристаллики. Следующее. А что же есть в синтетических камнях? Вот даже в тех самых советских, там что-то, но можно рассмотреть. Вот линии роста в синтетическом рубине метода Вернеля, да, вы видите вот эти такие полосы, вот они, да, вот эти полосы, и это есть линии роста.
Как мы помним, рубин и сапфир — это одна группа, поэтому мы можем сравнить, да, а вот что такое линии роста были в сапфире синем, то есть это очень большая разница. Вот. Дальше мы можем посмотреть вот флюсовые включения в синтетическом рубине. Мы понимаем, флюсовые включения, значит, это флюсовый метод флюса. Вот такие вот вуали, они характерны для синтетического рубина, выращенного флюсовым методом. Вот похожие вуали уже в синтетическом изумруде. Тоже очень похожи, и они характерны именно для этого метода синтеза. Дальше мы видим рисунок роста в гидротермальном синтетическом изумруде. И видите, они такие, как похожи на елочки. Вот эти елочки, вот как он рос в изумруде синтетическом более-менее такого нормального размера. Их вот эти елочки можно прямо рассмотреть. Ну, и теперь возникает вопрос, ну что же, в Советском Союзе вообще не было ничего натурального, что такого же не может быть. Мы же помним, что было, конечно же, было. Да, не было никаких натуральных сапфиров и рубинов. Да, могли встречаться натуральные изумруды и алмазы небольших размеров. Но в то же время было огромное количество поделочных, полудрагоценных камней замечательного качества из самой разной типологии и окраски и размеров. И причем, что интересно, они встречались одинаково часто и в бижутерии. Вот как, например, в этой броши, да, это бижутерия, но на ней прекрасный образец шайтанского переливта, это группа агатов. А это серебряная брошь с восхитительной яшмой, тоже большой, красивый, яркий образец. Вот, то есть такие поделочные камни, как вот, допустим, да, сердолик, сердоликовое кольцо, или там агат, или амазонит, как мы видим, или вот еще натуральный авантюрин, очень красивый тоже камень, совсем не то, к чему мы привыкли. Вот, или вот еще джамбульский халцедон, нежного, замечательного оттенка. Эти камни вполне встречались, использовались разными заводами. Конечно, очень много таких камней было выпущено в украшениях завода Свердловского ювелирного. Также русские самоцветы тоже такими могли похвастаться, но в том числе, вот, допустим, какой-то запонок, это Харьковский ювелирный завод и пользовался такими камнями. Еще Ленинградская ювелирная фабрика использовала натуральные камни, да и не только. Еще одна тема отдельная и тоже сложная достаточно, это бирюза, натуральная бирюза в советских изделиях, и она тоже была, и я думаю, вы не будете возражать, если мы как-то раз снимем отдельно об этом видео. Вот, так что, да, были и синтетические камни, и в том числе натуральные камни, но поделочные, это камни другого порядка. Вот, они не такие дорогие, но они тоже очень красивые, и украшения с ними очень часто выглядят даже ярче и интереснее, чем вот с такими рубинами. Только что мы поговорили о том, что такое группа корундов, кто туда входит, кто туда не входит, как синтезировали рубины, сапфиры. Потом я рассказывала, как их отличить. Мы смотрели на разные внутренние особенности этих камней. Посмотрели на те камни, а что же было натурального в советских украшениях. И на этом будем прощаться. Спасибо большое за ваше внимание. Подписывайтесь на наш канал. Мы будем стараться делать регулярно что-то интересное. До новых встреч!